есть информация о том, что самый секретный проект нацистов не был связан с ракетами или атомной бомбой, а был чем-то совсем иным. Существует подозрение, что это была машина времени. Известно, что проект назывался «Колокол» и курировал его генерал СС Ганс Каммлер. Есть несколько описаний этих исследований, в которых говорится, что в установке вращали жидкость, похожую на ртуть красного цвета. Насколько можно понять из описаний, установка «Колокол» очень похожа по принципу работы на вихревой двигатель Виктора Шаубергера. Работы над двигателем велись в секретной лаборатории СС с середины 1944 года, сначала в замке рядом с немецким городом Вальденбургом, затем в подземной шахте Венцеслаш в Судетских горах. Он представлял собой огромный металлический колокол, внутри которого вращались в противоположных направлениях два свинцовых цилиндра под керамическим колпаком. В цилиндрах находилась подобная ртути фиолетовая жидкость серум-525. Прибор светился светло-голубым светом. В радиусе 200 метров вся электроника выходила из строя, и гибло все живое. Растения становились белыми, у них исчезал хлорофилл. Сама установка, напоминающая британский Стоунхендж, часть секретного устройства. Вероятно, основной эффект работы установки проявлялся внутри особой бетонной конструкции и представлял собой портал, открывавшийся в параллельные миры. Работа с 10А. В рунической системе, с которой работали нацисты, существует схема Ясени-Игдрасиль, объединяющая 9 миров. Вероятно, колокол создавал порталы, позволяющие осуществлять переброску материальных объектов между этими мирами. Десантники, которых сажали внутрь бетонной конструкции, по-видимому, перебрасывались в какой-то из этих миров. Возможно, речь шла о создании убежища или склада трофеев. Очевидно, что нацисты все время крутились вокруг технологии Виман. Медиумы из общества ВРИЛ старались проникнуть в суть этой технологии. Инженеры из института Анненербе занимались обратным инжинирингом, создавая по описанию летательных аппаратов возможные варианты их конструкции. Существует достаточно подробное изображение летательного аппарата на надгробии в Паленке. В самой гробнице лежал человек с необычными чертами лица. Возможно, это был представитель какой-то древней расы. Пожалуй, на текущий момент это единственное подробное изображение Виманы. Известен трактат Виманика Шастра, написанный медиумом, способным перемещать свое сознание в прошлое. Его имя Махариши Бхарадваджа. Можно сказать, что он использовал тот же метод, что и медиумы общества ВРИЛ. Этот человек просто воспроизводил некоторый существовавший в прошлом трактат, касающийся Виман и их устройства. Однако этот трактат описывал не постройку, а эксплуатацию Виман. Можно сказать, что это руководство не для инженеров и пилотов, а для стюардесс. Есть изображения Виман, составленные по описаниям в этой книге, а также на основании их описаний в Махабхарате. Кроме того, есть упоминания о летательных аппаратах в Библии, перевод Торы. Например, существуют рисунки аппарата на основании описания Енуха. Существует два известных мне сообщения об обнаружении Вимана. Первое касается раскопок в центре Киева. В 1920-е годы строители наткнулись на металлическую трубу, которую не смогли вытащить. Ее откопали в послевоенные годы при очистке и реставрации центра города. По описаниям, это был металлический цилиндр длиной около 20 метров и диаметром более 3 метров. На объекте были маркировочные надписи на санскрите. Аналогичная маркировка присутствует и на современных баллистических ракетах. Судя по сообщению, объект увезли в конструкторское бюро, занимающееся созданием космических кораблей. В этом сообщении упоминалось, что ни один инструмент не оставлял на поверхности цилиндра даже царапин. В современной уфологии есть сообщения об аналогичных цилиндрических НЛО. И второе сообщение относится к периоду Второй мировой войны. Немцы нашли цилиндр или сигарообразное металлическое тело в болотах Белоруссии и вывезли его в Германию. Сообщалось о длине, равной 12 метрам, и диаметре более 1 метра. Возможно, там тоже были надписи на санскрите. Если рассмотреть принцип работы двигателя Виманы, то, исходя из существующих моделей, можно сказать, что это, скорее всего, вихревой процесс, созданный в жидкости, напоминающей ртуть. Здесь можно вспомнить двигатель Виктора Шаубергера, который нацисты якобы устанавливали на свои экспериментальные дисколеты. Этот двигатель работал за счет создания вихря в воздушной среде, искусственная торнадо. Однако есть упоминание о том, что в Виманах использовалась ртуть. Возможно, поэтому саркофаг китайского императора Ци Шихуанди окружен ртутью. Вероятно, китайцы рассматривали ртуть как топливо для полета на небо.
Если предположить, что проект «Колокол» — это испытание двигателя маны, то можно представить себе принцип, основанный на создании проколов, то есть порталов в пространстве и времени. Два вихря, направленные в противоположные стороны в точке взаимодействия, разрывают пространство и создают прокол. Размер портала, видимо, зависит от массы раскрученной жидкости. Если исходить из гипотезы существования эфира, то каждый вихрь вовлекает в движение этот эфир. В точке наибольшего взаимодействия происходит разрыв пространства. Видимо, при этом возникает излучение, губительное для организмов и аппаратуры. Известно, что места посадок НЛО обладают неким остаточным излучением, вызывающим ускорение старения организма. Это указывает на перемещение НЛО через порталы. Создав прокол пространства, аппарат несет с собой ускорение времени, стихия воздух, которая действует до момента полной его остановки. На Земле, в дереве Сефирот, этой энергии соответствует 10А. Если рассмотреть этот аркан, то здесь можно увидеть колесо, символ вращательного движения, 4 магических животных с раскрытыми книгами, информация. Облака символизируют аморфность мира, орел – высоту и полет. Лев с крыльями символизирует действующую силу, антигравитацию. Противоположный льву крылатый бык – символ переменной массы. Крылатый человек, ангел, символизирует движение человеческого сознания, ментального тела. Две фигуры движутся вокруг колеса. Змея символизирует излучение, Анубис – смертельную опасность, то есть процесс порождает смертельно опасное излучение. Сфинкс с мечом указывает на изменение законов Земли, разрыв пространства. Знаки на колесе, 4 буквы иврита, тетраграмматон, имя Бога, 4 алхимических символа, знаки 4 стихий, составляющих вещество. Если сфинкс символизирует планету в целом, то тетраграмматон обозначает сознание планеты, а 4 стихии – тело планеты. Поскольку мир здесь аморфный и имеет информационную природу, а арканы представляют собой настройку человеческого сознания, можно в целом описать этот аркан как условие для создания проколов пространства, порталов, человеческим сознанием. Каждому аркану соответствуют определенные высшие способности, ситхи. Для 10А это телепортация, способность к перемещению в пространстве. То есть, выполнив все условия этого аркана, диапазон частот Вишудха Аджна, маг может телепортировать свое ментальное тело из точки А в точку Б. В магии именно ментальное тело Ба является главным, справедливо только для касты 4, а физическое тело К вторичным. Переместив ментальное тело в точку Б, маг фиксирует там свое сознание, создает якорь, и с помощью серебряной нити связь между К и Ба, рассматривается 15А, перетаскивает туда и свое физическое тело. Работа здесь подобна забрасыванию абордажного крюка, к которому привязан канат. Однако для перемещения ментального тела в точку Б маг должен ее себе представить. Технология эта имеет несколько этапов. Первое – создание зоны отчуждения. Маг создает вокруг себя вращающуюся сферу стихии воздух. Далее он сдвигает эту сферу в прошлое, стихия вода, чем достигается полная экранировка от событий настоящего времени, стихия огонь. Второе. Находясь внутри сферы отчуждения, маг ищет внешние источники энергии, огонь, и наносит их на карту, земля. Для каждой точки на карте делается мандала, земля. Третье. Маг выбирает одну точку на карте и настраивается на нее, перемещая сознание в эту точку, соответствующую одному из параллельных миров. Система параллельных миров образуется при вращении дерева Сефирот вокруг вертикальной оси. Каждое фиксированное положение плоскости дерева формирует один мир. Однако зафиксировать дерево в любом произвольном положении не удается. Здесь есть сходство с таблицей элементов Менделеева. Там устойчивые комбинации частиц создают химические элементы. Но их можно рассматривать не как материки, а как отдельные устойчивые островки в море хаоса. В результате получается большое, но не бесконечное число устойчивых элементов. Если взять развитие человеческой цивилизации, то обычно в качестве аналогии рассматривают дерево. Поэтому дерево Сефирот и дерево Игдрасиль. Дерево, как и процесс развития цивилизации, выдает большое, но не бесконечное число ветвей. По аналогии, создаваемая магом карта миров является горизонтальной секущей плоскостью, в которой отдельные ветки образуют точки. Нанеся на бумагу некоторое количество таких точек, то есть закрепив на бумаге их энергии, маг начинает в них всматриваться. Некоторые миры ярче, более вероятные относительно нашего мира, другие достаточно темные, менее вероятные.
Настроившись на одну точку, маг начинает видеть какие-то детали этого мира. Создание якоря связано именно с запоминанием большого числа деталей. Зацепившись за картину местности, маг перемещает туда свое сознание, тело Ба. Найдя на местности локальный объект, маг внедряет в него свои энергии, печать мага, устанавливая тем самым связь с этим объектом. Такая печать создается на базе энергии 15А. Эта процедура называется созданием якоря. Попав сознанием в другой мир, маг ищет характерные для него особые уникальные объекты. Такие объекты называются маяками. Находясь в любом другом мире, маг может переместиться к маяку, просто представив его себе. Описана интересная история, связанная с побегом из тюрьмы путем использования 10А. Шлиссельбургская крепость, Орешек, была одной из самых страшных тюрем Российской империи. В XVIII веке в крепость был заключен один из активных участников польского восстания, офицер, майор и аристократ Валериан Лукасинский, известный как основатель масонских лож в Польше. Оказавшись в тюрьме, майор Лукасинский воспроизвел некий трактат, посвященный множественности миров, в котором, видимо, описал работу с 10-м арканом. Всего Лукасинский провел в крепости 47 лет. Это был самый длительный срок пребывания в крепости. Очевидно, что майор Лукасинский практиковал сатори, путешествовал между мирами и не собирался покидать крепость, так как крепостная камера была, по-видимому, наилучшим местом для сохранения тела К. В возрасте 82 лет узник скончался в крепости, что не очевидно. Возможно, он просто перешел из состояния сатори в самадхи. Известно, что написанный им трактат, свиток, передавался среди заключенных и позволил некоторым из них путешествовать среди миров. Часть узников, в том числе декабристы, помещенные в сырые камеры крепости, не только не заболели, но и излечились от тяжелых болезней, туберкулез, существовавших у них до ареста. Возможно, свиток до сих пор остается в стенах крепости. Известно, что степени посвящения масонов соответствовали прохождению некоторых арканов. Возможно, получившие высшее масонское посвящение адепты не боялись тюремного заключения, из которого могли убежать при необходимости. Ритуал харакири, проводимый для ухода из жизни японскими самураями, имеет прямое отношение к 15А. В ходе ритуала самурай вскрывает котел энергии, именуемый хара, и высвобождает свою жизненную энергию ки. Сохраненная энергия ки позволяет самураю, каста 3, в течение примерно 2 недель после смерти сохранять сознание и выполнять, не имея уже физического тела, запланированные действия. Эту возможность самурай использует для мести врагам в тех случаях, когда в физическом теле совершить месть невозможно. Как правило, объекты мести умирают от инфаркта во сне. В некоторых случаях происходят какие-то странные события, являющиеся причиной их гибели. В ходе ритуала, после того, как самурай разрезает себе живот, манипура чакра, и выходит из тела, ассистент отрубает телу голову. Это делается для того, чтобы в освободившееся тело не вселился дух. Между тем, адепты, практикующие сатори, могут быть эффективнее в аспектах мести, чем мертвые самураи. Поэтому в некоторых случаях противники масонов или магов высоких посвящений стараются договориться. Как правило, враг, стремящийся погубить мага, старается подставить вместо себя полицейских, судей, охранников, оставаясь при этом в тени. Колдун, собирающийся нанести удар другому колдуну, использует специальную маску, затрудняющую нанесение ответного удара. Существуют описания, полученные от разных людей, которые во сне видели каких-то персонажей, выполнявших осознанные действия, не связанные с общим контекстом сновидения, и явно занимающихся розысками кого-то конкретного. Такие сновидения указывают на сущностей, иногда это не люди, сохраняющих в ней тело способность действовать осознанно. Для этого надо иметь не только структурированное ментальное тело, но и достаточное количество энергии. Обычные люди видят сны, но не могут в них действовать осознанно. Такое состояние похоже на позицию зрителей, которые смотрят фильм в кинотеатре, но не могут принять в нем участие. Есть люди, практикующие осознанные сновидения, ОС. Они могут не только осознанно участвовать в своем сне, но и выйти за его пределы. Это специальная система тренировок для людей с уровнем 3.3.4.1. У людей каст ниже 3.5 не хватит осознанности, энергия левого полушария, и магичности, энергия правого полушария. Если человек не готов к таким практикам, уровень ниже 3.5, то после практики ОС он теряет энергию в таком количестве, что совершенно не функционален в течение дня. Человек, владеющий практиками ОС, теоретически может совершать продуманные действия в пространстве сновидений, сифиронецах
и воздействовать на другого спящего человека. Такие воздействия можно условно поделить на несколько категорий. Первое – лечебные. Процесс исцеления во сне представляет собой разновидность энергетического массажа. Воздействие руками, при котором спящий человек является объектом, а специалист ОС – массажистом. Второе – боевые. Разновидность астрального карате. Специалист ОС нападает на спящего врага в пространстве сновидений и наносит удары руками и ногами. Область легендарная, сложно определить эффективность. Однако случаи, когда уснул человек здоровым, а просыпается с синяками и повреждениями, существуют. Третье – любовные. Астральный секс. Сочетает в себе первые две категории. Также является областью мифов. Эротические сновидения являются следствием работы либидо у людей, не ведущих нормальной половой жизни. Наличие настоящего партнера во сне можно определить по некоторым травмам, царапинам и следам укусов, засосам и потертостям как на половых органах, так и просто на теле. Кроме того, такой секс возникает и на фоне нормальной половой жизни с обычным партнером. Фантазирование на тему изнасилования во сне инкубом «магический любовник» присутствует у многих женщин, не ведущих нормальной половой жизни. Для определения реальности инкуба следует начать половую жизнь с реальным партнером. Если инкуб не исчезнет, тогда это реальный внешний объект. Инкуб может принимать облик существующий в сознании женщины, особенно если это дух, имеющий нечеловеческую природу. Есть исследования тел с патологиями мертворожденных или умерших при рождении. В ходе их исследований было выделено особое ДНК нечеловеческой природы. Возможно, некоторые инкубы могут уплотняться настолько, что способны оплодотворить женщину. К этой категории секс во сне, возможно, относится и большее число абдукций, похищений инопланетянами. Особенностью этих случаев является разрыв пространственно-временной цепочки. Например, свидетели утверждают, что женщина не покидала своей комнаты или даже кровати. Непонятно, откуда у женщины возникает беременность. У мужчин подобные сексуальные партнеры, суккубы, возникают гораздо реже. При абдукции у них в большинстве случаев берут сперму. Небольшое количество мужчин сообщают о сексе с инопланетянками. Обычно мужчины не указывают на изнасилование суккубом, а наоборот стремятся к продолжению связи, в то время как большинство женщин пытаются эту связь прервать и воспринимают как негативную. Такое сопротивление может быть связано с тем, что организм женщины, не сознание, гораздо избирательнее по отношению к половым партнерам, чем организм мужчин, и сопротивляется проникновению в себя инородного семени. В момент смерти сознание, левое полушарие и подсознание, правое полушарие, у человека объединяются. Таким образом, дух умершего человека, элементар, очень сильно отличается от сознания этого же человека при жизни. Различные обиды и оскорбления, имевшие значение при жизни, перестают иметь значение. Новая объединенная личность не спешит кому-нибудь мстить, так как имеет другую систему ценностей и по-другому воспринимает мир. Если человек умер своей смертью от естественных причин, то не стоит опасаться мести с его стороны за какие-либо обиды. Однако не стоит ожидать от умершего и какой-либо помощи. Ваше знакомство с умершим в длинной цепочке воплощений может быть настолько мелким эпизодом, что новая личность не вспомнит о вас. В случае же внезапной смерти перерождение личности происходит в течение длительного срока. Убитый долгое время, иногда годы, сохраняет свою последнюю личность. Он может думать о мести своим врагам и начать их преследовать. Однако у обычного человека, касты 1, 3, 7, не хватит плотности ментального тела, чтобы сделать что-то реальное. Максимум, что может случиться, такой покойник будет являться объекту мести во сне. Близким он также может являться во сне с предупреждениями или просьбами. Обычно профессиональные убийцы знают о таких вещах и стараются замаскироваться, чтобы убитый не смог их опознать. Палач, совершающий казнь, надевает маску не для маскировки от живых, а именно для того, чтобы избежать мести со стороны казненного. Обычно в средневековых городах палач был на службе города и являлся хорошо известной личностью. В маске не было никакого смысла. Однако палачей было несколько, и даже зная палачей в лицо, приговоренный не мог уверенно сказать, кто конкретно его казнил. В диких племенах воины покрывали свое тело специальными узорами и наносили специальную временную боевую раскраску для того, чтобы замаскироваться от убитых. У профессиональных воинов существовали специальные очистительные ритуалы, направленные на обрывание связей с убитыми, для того, чтобы избежать мести со стороны покойников. Такую же маскировку предпринимали и японские самураи, и европейские рыцари.
В большом сражении было сложно запомнить своего убийцу. Еще более сложным ритуалом было человеческое жертвоприношение. Оно обычно обставлялось таким образом, чтобы жертва воспринимала свою смерть не как убийство, а именно как миссию. Приносимый в жертву человек чувствовал себя посланцем к богам, человеком, выполняющим важную социальную миссию. У древних германцев погибшие воины оставались в строю и участвовали в сражениях, вселяя в души противников страх. Поскольку мертвые не могли издавать свой боевой клич, то за них его кричали воины переднего ряда. Такой крик назывался лозунг и обозначал присутствие духов погибших воинов. Убийство колдуна, шамана или мага всегда считалось опасным делом, так как не было сомнений в ответной мести. Поэтому колдуна убивали всем миром, деревней, чтобы распределить вину на всех. Кроме того, убитый колдун мог вернуться в тело, поэтому колдунов и ведьм сжигали, а пепел развеивали. В инквизиции и судьи, и палачи прятали свои лица, чтобы избежать мести ведьмы. Считается ужасно опасным потревожить душу умершего шамана. Проникший в захоронение будет обязательно наказан. У археологов существует негласная система ритуалов для раскопок захоронений шаманов. Эти могилы специально отличаются от обычных захоронений. На могиле помещены защитные артефакты, не позволяющие смертным приблизиться к захоронению. Считается, что потревоженная душа шамана может вернуться и вселиться в тело человека, нарушившего границу охранного круга. Во все времена людей, обладавших сверхъестественными способностями, колдунов, хранили с особыми обрядами, опасаясь, что душа колдуна вернется и начнет мстить врагам. Если обычный человек может умереть от естественных причин, то смерть мага всегда связана с внешней причиной, и всегда есть кто-то виновный в их смерти. Месть колдуна может касаться не одного человека, а целого племени или народа. Похоронами шамана руководят живые шаманы. Они создают охранную зону вокруг захоронения. Такие же специальные ритуалы проводили египетские жрецы, опечатывающие захоронение магов. Основной целью было не столько защитить гробницу от внешних грабителей, сколько не выпустить душу захороненного мага наружу. Что касается грабителей, то их судьба жрецов не волновала. Влез в захоронение – сам виноват. Помимо всяких инженерных ловушек типа ямы с кольями и падающих на голову каменных блоков, в такие места обязательно помещали магические ловушки, которые заставляли человека наступать на переворачивающуюся плиту или нажимать на рычаг, заставляющий упасть каменный блок. Однако наибольшей опасностью была душа мага, способная вселиться в тело вора. Маги обычно стремятся избежать потери времени, поэтому они стремятся не родиться заново, хотя детство является для кого-то прекрасной порой жизни, а хотят завладеть взрослым телом, пропустив прелюдию к настоящей жизни. Вселившись в первое доступное тело, маг может сделать цепочку переходов, чтобы получить то тело, которое ему подойдет. В книгах Карлоса Кастанеды описана традиция толтеков, безупречных древних магов. По какой-то причине их цивилизация погибла. Однако древние маги не исчезли. Они начали переселяться из одного тела в другое. В последующие времена их стали называть демонами и пытались изгонять из тел людей. Большая часть этих магов ушла в пространство сновидения, Сефира Есод, где они создали свою цивилизацию. Однако некоторые из них начали возвращаться в этот мир, захватывая тела спящих. Для магов других линий, традиций, эти древние видящие представляют собой некоторую проблему. Однако у толтеков хватает ума не нападать на магов. Тем не менее, магам иногда приходится заниматься их изгнанием из захваченных тел. В шаманизме существует традиция. Старый шаман берет себе ученика. Когда старый шаман умирает, погибает в одной из магических битв, его монаду заключают в магический бубен или барабан. Он продолжает обучение ученика, взаимодействуя с ним во время камланий. Шаман дает новое воплощение учителю через рождение ребенка от одной из своих жен. Таким же образом шаман может дать воплощение другим духам путем рождения в человеческом теле. Обычно шаманы заключают духов в какие-то талисманы, которые носят на одежде. Каждый из талисманов несет определенную функцию. Послужив магу длительное время, дух может заслужить человеческое воплощение. Монада какого-нибудь животного, например, медведя или волка, во время нахождения в талисмане может быть трансформирована в человеческую за счет длительного взаимодействия с монадой шамана. Примерно так же работают различные деревянные идолы, фигурки, используемые шаманами для вселения монад. Существует принцип конгруентности. Тело должно соответствовать конфигурации монады.
Монады формируются внутри тел и повторяют их конфигурацию, поэтому для вселения нечеловеческой монады требуется особая фигурка. Больше 5 миллиардов лет на Земле возникали разные формы жизни, некоторые представители которых застряли здесь в форме монад. Маги исследуют тонкие планы Земли и изучают эти оставшиеся формы жизни. Некоторые из них – животные, более примитивны, чем люди. Но есть и такие – ангелы, которые обладают более высоким сознанием, чем люди. Часть представителей нечеловеческих видов могут быть злобными и вредоносными в отношении людей – демоны, примерно так же, как люди в отношении некоторых других